Дорогие друзья, 27 января. Сегодня кажется, что год сменяется год за годом очень быстро, десятилетие за десятилетием, а поколение за поколением. И если в человеческой жизни, скажем, 40 лет – это огромный отрезок времени, то в мировой истории это всего лишь один миг. Но мне, как историку, хорошо известно, что, несмотря на смену поколений, уход из жизни людей, все равно остаются своего рода немые свидетели. Они запоминают то, что стирается в человеческой памяти. Итак, передо мной лежат промо-кадры из фильма, который предполагался к премьере в испанских кинотеатрах в 1982 году, осенью 1982 года. Зрители, приходившие в кинотеатр посмотреть, какие премьеры ожидаются, безусловно, были рады новой, еще одной, шестой встрече с их любимым киногероем, жандармом из курортного французского городка Сен-Тропе, которого звали Людовик Крюшо. Однако никто из них даже подозревать не мог, представить себе не мог, что это будет их последняя встреча с великим современником, которого звали Луи де Фюнес. Представить это себе не могли, впрочем, и создатели, как сегодня принято говорить, кинофраншизы. Теперь мы знаем об этом. Увы, жизнь порой жестоко и непредсказуемо меняет наши планы. И наши мечты, которым не суждено бывает сбыться. 27 января 1983 года от инфаркта скончался Луи де Фюнес. Прошло ровно 4 десятилетия с этого события. Я скучаю один в своей комнате. Говорят, именно такие слова были последними в жизни Луи де Фюнеса. Что ж, очень горько и грустно сознавать, если это действительно было так, ведь актер подарил невероятное количество счастья, добра, радости, смеха своим зрителям. Возьмите любой его образ, скажем, Людовика Крюшо или дирижера Станисласа в «Большой прогулке», директора ресторана Септима или комиссара Жюля в легендарной трилогии о Фантомасе, Виктора Пивера в «Приключениях Равина Якова» или контрабандиста Сарояна в «Резине». Наконец, мольеровского Гарпагона в «Скупом» или Клода Розинье в «Супе из капусты». Последний, «Суп из капусты», кстати, весьма особенный фильм, ведь он является фактически последним фильмом в карьере Луи де Фюнеса, своего рода кинозавещанием актера. По сути, это фильм о жизни, такой, какая она есть. И поэтому, безусловно, фильм достоин войти в список культовых кинокартин, которые должен посмотреть любой человек, считающий себя ценителем кино. Так вот, хочется надеяться, что даже пребывая в грусти и печали, в одиночестве перед лицом смерти, Луи де Фюнес все-таки сознавал, что смог достучаться до сердца зрителя и подарить ему что-то солнечное. А путь к этому сердцу зрителя, был непростым. Настоящую славу, признание актер получил, когда ему было уже 50 лет. Иные артисты в такие годы уже пожинают плоды своего труда или же постепенно уходят в историю. В этом позднем признании было все – и триумф, и трагедия. Триумф человека, неустанно жившего жизнью, развитием своего потрясающего таланта, гения, нашедшего отклик в сердцах миллионов неравнодушных зрителей на огромном европейском континенте от Франции до Советского Союза. Не столь важно, кто ты,
Талант актера настолько понятен и универсален, что ни язык, ни нация не являются пределами, границами для него. Конечно, в позднем триумфе Луи де Фюнеса есть и своя трагедия. Артист, получив такое неслыханное признание, не смог совладать со своими творческими амбициями и замыслами. Он подписывал контракты на фильмы один за другим. Очень много, бесконечно много играл в театре. Но его возраст ставил физические пределы, переходить через которые было просто нельзя. Однажды перейдя через этот Рубикон, Луи де Фюнес пережил сразу два инфаркта, один за другим, и на этом его карьера едва ли не закончилась. Слава Богу, Луи вернулся в кино, поправился и смог подарить нам еще несколько хороших кинокартин. Увы, третий инфаркт навсегда похоронил великого актера, который не собирался на покой. Вне всякого сомнения, смерть Луи де Фюнеса, случившаяся ровно 40 лет тому назад, стала трагическим событием, ведь ушел один из лучших актеров 20-го столетия. И нет сегодня второго Луи де Фюнеса. Когда смотришь фильмы с ним, невольно приходит грусть от осознания того, что таких кинокартин больше никогда не будет. Но мог ли Луи де Фюнес жить в нашем сегодняшнем современном мире, в современном кино? Я не раз задавался этим вопросом и 5, и 10, и 15 лет тому назад. Задаю его порой себе и сегодня. При этом хочу сказать, что ответ всегда обычно остается один. Нет. Нет, потому что мир изменился, потому что зритель стал другим, потому что ценности жизни стали несколько иными. Есть и кое-что другое. Луи де Фюнес ушел из жизни в 68 лет. Кто-то скажет, много, достаточно пожил. Но взгляните на его партнеров по фильмам, и вы увидите, что многие из них прожили достаточно долгую жизнь, по 80-90 лет. Луи де Фюнес ушел рано, поскольку он буквально сгорел в творческих поисках. Но, простите меня, как он сгорел? Если его партнеры, доживя до глубокой старости, покидали этот мир, можно сказать, в полузабытие, то Луи де Фюнес вошел в историю кино победителем. Именно поэтому Луи де Фюнес, чей киноязык понятен каждому после своей смерти, спустя многие годы не только не растерял зрителей, но и приумножил, сделал еще более многомиллионной свою аудиторию по всему миру. Жандарм Крюшо, торжественно марширующий по городку Сент-Тропе в последней сцене своего последнего фильма, раз и навсегда покинул нас ровно 40 лет тому назад, но покинул победителем, а потом мир кино и у нас, и за рубежом стремительно изменился. Можно осуждать или хвалить это, но он просто стал другим. Думая о том, что Луи де Фюнеса нет вот уже 40 лет, я огорчаюсь, честно говоря, лишь одному. Он среди первых, если не первый, в моем списке деятелей искусств, которых я хотел бы поблагодарить за их творчество. Но я не смогу этого сделать. Никогда. Никогда не смогу сказать, подойдя, простое человеческое спасибо. Не смогу сказать это так, как я в разные годы говорил такое простое слово лично тем, чье творчество как-то глубоко тронуло меня в жизни. Дорогие друзья, прошло ровно 40 лет со дня смерти Луи де Фюнеса. Он никогда не стремился быть номером один, порой очень сомневался в своем таланте, неласково принимался критиками и богемой. И всякий раз, говоря о своей смерти, просил проводить его в последний путь быстро, скромно, как простого солдата, в память о тех, кто погиб, в отличие от него, в мировой кровавой бойне. Но именно он стал победителем в истории французского, европейского, а
где-то, может быть, и мирового кино. Дорогой и любимый Луи де Фюнес, бесконечно жаль, что вас нет сегодня с нами. И как же все-таки радостно, что вы были и остаетесь. Спасибо.